Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, вспоминая, какие масштабные копии выходили в российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня мы рассмотрим немецкий двухдверный автомобиль марки IFA модель F9 в масштабе 1 к 43. Эта модель появилась в рамках проекта «Культовые автомобили Польши» под номером 48, и автомобильчик с журналом поступил в продажу в октябре 2010 года. Сложно сказать, сколько на тот момент стоил выпуск журналом в Польше. Свой экземпляр я приобрел в коллекцию где-то 2 года назад через интернет-магазин, и эту модель без журнала продавали за 3 евро 95 центов. Это по современному курсу приблизительно 350 рублей. И на мой взгляд, это вполне адекватная сумма за такую масштабную копию, с учетом того, что современная журнальная серия продается за 2000 рублей и выше, и в Европе обычно журнальную серию продают за 15-20 евро. Помимо журнальной серии, такая IFA также предлагалась в коробочке East Models. И эту модель переиздавали в других журнальных сериях, например, издательский дом Atlas. И сейчас посмотрел модель от Atlas. В другом варианте окраски вы можете найти в свободной продаже за 1350 рублей. И, конечно, этих денег модель, на мой взгляд, уже не стоит, потому что у нее очень много упрощений. Также, помимо журнальной серии, такая модель выпускалась компанией Fox Toys. Была модель в коробочке White Box, и, возможно, эти модели делали различные мастерские, потому что в продаже я видел старые модели, сделанные из белого металла. И если говорить о настоящем автомобиле, то он выпускался с 49 по 59 год. Это микролитражка с передним приводом, с трехцилиндровым мотором, и автомобилей было выпущено порядка 40 тысяч единиц, хотя на дорогах общего пользования в Советском Союзе таких машин я не встречал, возможно, не обращал на них внимания. И если посмотреть на детализацию этой масштабной копии, то это одно из самых примитивных изделий, выходивших в рамках данного проекта, и, на мой взгляд, большинство моделей, которые выходили в российской серии «Автолегенды СССР», сделаны намного лучше. Я вам для сравнения приготовил другие автомобильчики из журнальных серий, которые есть в моей коллекции, примерно такого же года, также автомобили примерно со схожим дизайном, и вы наглядно можете посмотреть, чем друг от друга отличаются разные масштабные копии. И давайте распакуем блистер, посмотрим на эту модель повнимательней. И машина поставляется в классическом блистере с серой подложкой. Указан прототип IFA F9 лимузин. Также есть значок East Models. Написано то, что эта модель изготовлена в Китае, масштаб 1 к 43, и импортер De Agostini, Польша. И здесь почему-то пожелтел пластиковый колпак. И если присмотреться к модели, то также у нее незначительные повреждения на лакокрасочном покрытии. И эта проблема наблюдается на многих журнальных моделях, но в основном на автомобилях черного цвета. А на светлых машинах, таких как белые, красные, желтые, подобные явления я наблюдаю впервые. И как раз вы можете посмотреть, здесь очень много упрощений, декоративные молдинги, дверные ручки, также полосочки на крышке багажника нарисованы просто серебристой краской. Задние фонари здесь никак не обозначены, они одно целое с корпусом модели, и можно было поставить небольшие прозрачные элементы, они бы придали модели более реалистичный вид. Установлены хромированные бампера спереди и сзади, также установили регистрационные номерные знаки, и передний и задний бампера очень похожи по дизайну. И когда я впервые распаковал эту модель, мне казалось, что это один и тот же бампер. Также, если вы посмотрите, у модели хромированные колпаки, сам колесный диск обозначен красным цветом, и более-менее нормальные покрышки, хотя они очень жесткие, и колесики ходят восьмерками из-за того, что установлено не очень аккуратно. И вы можете посмотреть,
правое заднее колесо у меня практически не вращается из-за того, что оно задевает за колесную арку. Днище автомобиля сделано тоже очень примитивно, схематически обозначена рама, выхлопная труба, также есть крепление для фиксации модели на подиуме, и здесь присутствуют небольшие отверстия для установки брызговиков, хотя эти элементы почему-то на данный экземпляр не поставили. Но, возможно, это и к лучшему, потому что обычно на журнальных моделях брызговики сделаны из очень грубого толстого пластика. Если посмотреть на оформление передней части, то здесь присутствует хромированная решетка радиатора, сеточка выделена красным цветом, также установлены фары, и, кстати, у меня почему-то стекляшка вывалилась из фары, нужно будет ее поставить обратно, и как раз вы можете посмотреть очень некрасивые места среза от литника, которые можно было расположить где-то в другом месте, например, снизу, чтобы они не бросались в глаза. Присутствует небольшой маскот, вполне хорошая ажурная деталь, но по традиции она установлена не очень аккуратно. И если пытаться эту деталь поставить в нормальное положение, скорее всего, она сломается. Но вот так выглядит осветительная техника. Вид портят черные точки, так называемые рыбьи глаза. И как раз здесь я вам могу показать, как лучше дорабатывать осветительную технику. Вы вынимаете данную деталь, срезаете кончик, также устанавливаете подложку из фольги и вклеиваете фару обратно, например, на ПВА, и тогда вид осветительной техники становится намного лучше. И давайте я вам покажу для сравнения другие автомобили, которые выходили в рамках европейских и российских журнальных серий. И по размеру этот автомобиль похож на Volkswagen Жук. Если, например, посмотреть на Москвич, то он примерно такого же размера, даже чуть меньше, но Москвич четырехдверный седан, а здесь получается двухдверное купе. И эта машина, когда стоит отдельно на полке, не кажется такой большой, какой она является на самом деле. И покажу вам, например, Запорожец. Тоже двухдверная машина, но Запорожец уже поменьше. У него меньше колесные диски, и, возможно, на ифе колесики переразмерены, потому что вы как раз можете посмотреть, у Запорожца более-менее диски попадают в 43-й масштаб, но они сильно мельче. И покажу вам еще автомобильчики, например, французский Citroën 2 CV. Эта машина мне очень нравится, и у журнального варианта очень забавный ярко-желтый цвет. И эти машины примерно одинаковые по длине. Citroën чуть выше, правда уже. Вот так выглядят нижние части автомобиля. И у Citroën в багажнике присутствует запасное колесо. Здесь запаски не видно. И покажу вам, например, Ким. Он примерно такой же по высоте, чуть уже. Колесные базы практически совпадают. И вот так выглядят нижние части. И, кстати, можно открутить днище у этой модели, и я вам покажу, как у нее сделана детализация салона. Потому что из-за того, что на журнальных моделях преимущественно детали из черного пластика, то очень сложно рассмотреть, что находится внутри. Вот так выглядит сиденье. Панель приборов здесь крепится на внутреннюю часть корпуса. Можно окрасить панель приборов, сиденье, дверные карты, тогда модель немножко преобразится. Но свои журнальные модели я уже не хочу дорабатывать, потому что это занимает, во-первых, много времени, а во-вторых, все равно они у меня хранятся в отдельных закрытых коробках, и я достаю их иногда для демонстрации вам в различных видеороликах. И могу вам показать советскую Победу, которая значительно крупнее, но это примерно автомобили одного периода.
И вот такая симпатичная модель, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. И пишите в комментариях, что вы думаете об автомобилях соцстран. Собираете ли вы европейскую журнальную серию, какие масштабные копии есть в ваших коллекциях. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.